Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала, с вами Виктория, и я бы хотела продолжить тему анализа квадрата Пифагора, анализа психоматрицы на предмет мотивации человека. Как по психоматрице можно оценить, чем же можно замотивировать человека. Но пользу этих знаний, я думаю, объяснять не нужно, начиная от ребенка, и в личных отношениях, и, в принципе, в деловых вопросах, коммерческих вопросах. Мы ежедневно прибегаем к этому рычагу воздействия на людей. Поэтому, если вы знаете дату рождения, то здесь без труда можно определить, к какому же виду относится человек и как правильно, ну, допустим, сформулировать свои требования или свои задачи или что-либо еще с целью, чтобы человек на них согласился и сделал это, ну, скажем так, с удовольствием. В принципе, существует три вида, да, разделяются по способу мотивации именно по психоматрице. Так их, возможно, конечно, больше, но каждый из видов рассматривает совокупность трех качеств, представленных в ячейке. Перед вами как раз три психоматрицы, которые и отображают разные виды. Итак, начнем с самого первого. Первый – это изобретатели, это деятельные люди, это люди, которые всегда стремятся к чему-то новому, у которых рождаются, может быть, гениальные идеи, но оборотная сторона медали, что довести эти идеи до конца они не в состоянии. Поэтому мотиватором для них есть то, что можно выслушать их идею, то, что можно, скажем, дать, начать им действовать. Ну, условно, они могут возглавить проект, но успешными быть в начале этого проекта, да, или же только надзор осуществлять. А в отношениях тоже можно человеку, допустим, что-то новое предложить, расширить границы, да, этот человек всегда соглашается на нечто новое, и он с удовольствием, в общем-то, будет действовать. Итак, какие же качества за это отвечают? Совокупность ячеек 1, 5 и 7. То есть достаточно просчитать, сколько сумму чисел в этих ячейках и определить, этот человек, ну, скажем, относится к этой категории, да, изобретатели, деятельные и те, кто начинают, да, сподвигают. Итак, в данном случае у нас получается 6 чисел в этих ячейках, в этой ячейке. Да. Следующая характеристика относится к людям, которые развивают проекты, да, любые проекты, и заканчивают. То есть то, что начато вот людьми с доминирующими 1, 5, 7 ячейками, продолжают, расширяют, доводят, скажем, до конца все эти вопросы. Это люди с качествами 2, 4, 8. То есть мы считаем сумму чисел в этих ячейках. В данном случае у нас в этой ячейке 5 качеств, да, 5 чисел. Давайте посмотрим 1, 5, 7. В данном случае у нас всего лишь 3 числа. Здесь у нас 2, 4, 8, всего лишь 2. Соответственно, мы понимаем, что энергия у этих людей, ну, может быть, позвать за собой, что-то начать есть, но довести, допустим, глобальное дело, большой проект без людей вот из второй категории, да, невозможно. Ну, двойка дает энергию, четверка – это действие в рамках, это здоровье, это физические силы, эмоциональные силы. Восьмерка – это, конечно же, ответственность, поэтому на этих людей, в общем-то, всегда можно положиться. Ну и есть у нас еще третья категория людей. Это, ну, наверное, самая сложная для мотивации. Оценивается она
с суммой чисел в ячейках 3, 6, 9. Так, в данном случае у нас этих качеств 5, и они явно доминируют. Давайте для сравнения посчитаем. 1, 5, 7 у нас 3 качества. 2, 4, 8 у нас 2 качества. 2 числа всего лишь. И самое большее это 3, 6, 9. Итак, что можно сказать об этих людях? Эти люди прежде всего зафиксированы и мотивированы собственным результатом. Они ориентированы на свой результат. То есть на то, насколько, допустим, их жизнь будет комфортная, что они получат от этого дела, от этого проекта, как, в общем-то, их, в чем их выгода. Сравним здесь 2 качества и здесь 2 качества. Итак, прибегнув к таким несложным подсчетам, вы с легкостью можете определиться, что же, допустим, пообещать человеку, что человеку действительно нужно, исходя из тех характеристик, которые в него заложила природа. Конечно же, социум и, допустим, воспитание и привычки могут сделать свою работу и, возможно, некие искажения, но истинная природа человека все-таки отображена в этих мотивационных характеристиках. Давайте попробуем определить. Итак, еще раз. Первая группа – это те люди, которые рады всему новому. Да? Вы можете, мотивируя этого человека, предложить ему инициативу в каком-то вопросе или, допустим, отдать первенство в каком-то деле, и он с удовольствием, в общем-то, согласится. Вторая категория – это люди, которые сами по своей инициативе, ну, скажем, любят доводить все до ума, если так можно сказать, до точки, сделать, ну, скажем, не то чтобы и порядок, а, допустим, любую идею привести к нормальному виду и довести ее до конца. Да, поэтому, ну, чем можно этих людей замотивировать? Конечно же, возможностью развития, конечно же, возможностью получения лавров, то, что вот ты увидишь результат собственного труда, да, ты увидишь какой-то результат, и это, допустим, ну, повысит твой некий статус. Как правило, эти люди к лидерству не стремятся, они довольствуются тем, что имеют, и стараются, ну, находиться в тени. Да? То есть им достаточно, ну, чтобы, допустим, в узкой ячейке, в маленьком коллективе его ценили, или в семье, допустим, его хвалили. Вот, в принципе, и все, что нужно этому типу. Конечно же, важно собственное осознание, что я это смог, я это сделал, я вот здесь вот, ну, я не знаю, там, последний кирпичик мой, да, в этом деле. Ну и 3, 6, 9, с одной стороны, это сложная категория, потому что люди ориентированы на собственный результат. Но с другой стороны, если в вопросах коммерции, то здесь достаточно просто и прозрачно. Достаточно человеку пообещать какой-то, ну, солидный бонус, премию, там, может быть, улучшение условий труда, и, в принципе, это станет хорошим мотиватором, да. При этом, как бы, скажем, не обязательно, чтобы это носило демонстрационный характер. Важно, чтобы это он осязал, чувствовал, ну и мог этим воспользоваться лично. Да? Поэтому, допустим, такому человеку важно дарить подарки, которые будут, ну, скажем, способствовать его комфорту. Да? Поэтому
Если условно этому человеку важно что-то для семьи, для его маленького сообщества, да, его ячейки, то этому, в принципе, достаточно лично для него. Этому же человеку нужны внешние атрибуты и внешние проявления. Поэтому ситуация, например, с какими-то грамотами, да, дипломами, это, конечно же, к первому типу. Вот такой вот несложный подсчет. Я надеюсь, я рассказала понятно. Если останутся вопросы, оставляйте, конечно же, комментарии. Или есть ваши замечания, ваши наблюдения. Я с удовольствием к ним присоединюсь, к их обсуждению. Всего вам наилучшего. До новых встреч.